Добрый вечер, уважаемые участники. Мы рады вас приветствовать на очередном мероприятии нашего онлайн-курса по истории финно-угорских народов России в XX веке. Мы сегодня проводим такую лекцию «История пермских языков в 20-50-х годах». И наш лектор Светлана Идыгарова, исследователь из университета Хельсинки. Я напомню краткую концепцию этого курса. Мы сделали такой курс комплексный, который показывает, как масштабные преобразования, реформы, какие-то трагические потрясения XX века сказывались и какое влияние они оказывали на положение финно-угорских народов. И мы смотрим на эти события как с исторической точки зрения, когда рассматриваем какие-то конкретные вехи, там, коллективизацию, депортацию ингерманландских финнов или реформу образования, так и смотрим через призму отдельных дисциплин. И вот мы уже смотрели с такой с точки зрения социологии на изменения, которые произошли у финно-угров в 20 веке. Мы смотрели в разрезе демографии. И вот сегодня мы посмотрим в разрезе социолингвистики и языковой политики. Да? По завершении лекции мы, соответственно, приступим к вопросам, будем на них отвечать. Ну что, пожалуй, все. Надеюсь, вам всем сегодня будет интересно. Ну что, спасибо всем еще раз. Большое спасибо Светлане, и я передаю ей слово. Чирткемешеш йос, буррит, дона йортьяс, порокас. Приветствую всех. К сожалению, я вас не вижу, но буду представлять в уме. Я сегодня буду говорить об истории пермских языков или коми и удмуртского языков в 1920-50-х годах. У меня очень много слайдов, и я постараюсь уложиться в 1,5 часа, и, может быть, какие-то слайды проскочу. Это примерный план, о чем я хочу поговорить. Конечно же, очень коротко об исторических событиях, о общем таком языковом фоне, о теории Николая Марра, которая называется «Новое учение о языке». Хочу поговорить о удмуртских и коми-лингвистах, о конкретных людях. Потом я буду показывать примеры языкового пуризма 20-х годов. Буду говорить об удмуртском и коми-новоязе. Это самая интересная тема для меня. И если я успею, также несколько слов скажу о дискурсе великого русского языка. Основные цели этой лекции — это демонстрировать конкретные языковые примеры, как именно выглядели удмуртские коми языки, печатные формы в 20-х и 50-х годах, понять, что удмуртские и коми-лингвисты и языковые активисты думали о своих языках, и понять контекст языковых процессов, которые происходили в это время с коми и удмуртским языком. Какой материал я использую? У меня, конечно же, больше всего материала по удмуртскому языку. По удмуртскому языку у меня вышла статья в конце прошлого года. Вот здесь внизу есть название статьи и данные статьи. Я смотрела газеты, журналы на удмуртском языке, Гудыри, Кенеш, которые же потом в 30-х годах поменяли название. То же самое на коми-языке. Коми-комсомолец, журнал Ордым, который был переименован в Ударник. Также я смотрю грамматики и научные статьи, и смотрю, какие идеи были у удмуртских и коми-ученых. Еще у меня есть несколько экземпляров такой идеологической литературы, больше, я бы сказала, языковой пропагандистской литературы. По коми, я имею в виду коми-зырянскому языку, у меня мало материалов, но это не значит, что там было меньше, скажем, ученых или работ. Наоборот,
Если сравнивать, например, с удмуртским языком, с удмуртской ситуацией, мне кажется, что ученых, коми-лингвистов, хорошо образованных, которые имели высокий такой академический уровень, их наоборот больше, чем удмуртских ученых-лингвистов, и также намного больше материала о коми-языке и на коми-языке. Кроме того, в этой презентации я вообще не касаюсь коми-пермяцкого языка. У меня нет на данный момент никакого материала, но это не значит, что материалов нет по коми-пермяцкому языку. Это исторический фон или это будет такой приблизительные даты, приблизительно важные даты, о которых уже и до этого говорили на лекциях, организованных МАФУН. Например, коренизация, которая происходила в 1920-х, в начале 30-х годов. Владимир Воронцов говорил о коренизации в Удмуртии. На языке коренизация в первую очередь означала удмуртизацию административного аппарата или введение удмуртского языка в администрацию, введение удмуртского и коми языков в общественные институты, в школу. Кроме того, скажем, на союзном уровне это означало продвижение интересов этнических меньшинств в органах местного самоуправления и так далее. А относительно языка это также означало, что вот этот период коренизации национальная интеллигенция удмуртов, коми и также других народов, они очень активно строили литературный язык. И для того, чтобы язык ввести в администрацию, необходим был такой нормированный язык. И вот в это время, во время строительства литературного языка, основной принцип был это языковой пуризм. Языковой пуризм – это, например, когда литературная форма языка признает только национальные формы. Например, изобретаются специальные термины, чтобы не заимствовать, например, из русского или из других языков. Примеры языкового пуризма я еще покажу и буду еще об этом говорить. В начале 30-х годов коренизация заканчивается. Здесь у нас потихоньку начинает ужесточаться тоталитарный режим, начинаются первые чистки. Например, удмуртский активист языковой Кузебай Герд был арестован в 1932 году. В это же время активно в грамматиках и в печатных изданиях используют так называемые интернационализмы или советизмы, то есть это термины, которые связаны с советской идеологией. Дальше в 30-х и 50-х годах теория Николая Марра, новое учение о языке, является ведущей теорией в Советском Союзе. И особенно в 30-х годах получается такое принудительное применение этой теории в научных и в практических исследовательских работах. В 35-м, 50-м такой жесткий тоталитаризм. Это получается строгий запрет языкового пуризма. Это период интенсивного смешения с русским языком. Неофициальный запрет на языковой пуризм сохраняется вплоть до перестройки. Дальше, что важно для наших финно-угорских ученых или лингвистов, в 1932 и 1937 годах сфабриковано дело Софин, Союз освобождения финских народностей. Это такое дело против финно-угорской интеллигенции. В общем, сфабриковано дело о том, что финно-угорская интеллигенция хотела организовать такое огромное союз и государство и объединить всех финно-угорских народов, включая финнов, эстонцев и венгров. И это дело в том числе очень сильно коснулось и лингвистов финно-угроведов, потому что как раз вот эта идея финно-угорскости строилась на языковом родстве, а ученые финно-угроведы, они занимались как раз тем, что доказывали, что вот эти языки родственные и так далее. Дальше, почему я, например, заканчиваю
свою лекцию периодом 1950 год. В первую очередь потому, что в этом году вышла статья, Сталина, где он критиковал учение Николая Марра. И практически это получился конец, маризма, а также это получился конец такого сильного смешения удмуртского легком языка с русским языком. Это значит, у нас, такой языковой фон, какие научные теории и какие течения и так далее существовало, скажем, до 20-х годов. Это очень коротко. Обычно, например, удмуртский и коми языки, их исследовали либо западные финно-угроведы, например, это финские ученые, венгерские ученые, которые приезжали в экспедиции и делали какие-то описательные грамматики, и они работали методом, сравнительно-историческим методом, который как раз доказывал вот родство этих языков. А в самой России или в Российской империи с этими языками практически на таком академическом уровне никто не работал. Единственное, были такие центры, связанные с христианизацией нерусских народов России. Например, один из них был в Казани, и Николай Ильменский был директором несколько лет и как раз занимался тем, что воспитывал такую, грамотную интеллигенцию среди народностей Поволжья, в том числе удмуртов, коми, удмуртов, марийцев, татар и, чуваш, и способствовал тому, чтобы у этих языков была письменность, и в том числе они переводили религиозную литературу на вот эти, языки. В основных скажем, столичных вузах научная языковая деятельность, она шла, скажем, также, использовался сравнительно-исторический метод, но, в основном это означало, что ученые работали со славянскими языками, с балтийскими языками. То есть они очень мало занимались вот этими языками Российской империи. И, видимо, из-за этого, например, почему теория Николая Марра стала очень популярной, потому что Марр очень привлекал в своей работе очень много языков. Он был специалистом по кавказским языкам, а кавказские языки были абсолютно не изучены, и никто не мог, по мнению, Владимира Алпатова, например, оценивать, работы Марра по кавказским языкам, потому что специалистов не было вообще. И здесь у нас есть еще такая, работа, как марксизм и философия языка Михаила Бахтина. Такой очень, как сказать, интересный социолингвистический, можно сказать, подход, к языку, но эта работа совершенно была неизвестной в советское время, и в современной России, по-моему, тоже. Так, это у нас Николай Марр. Он был в первую очередь историком, археологом, лингвистом тоже. Но, например, Владимир Алпатов, пишет, что у него не было такой специализации в сравнительно-исторического метода. Это очень такая, как сказать, интересная персона, потому что некоторые, ученые относятся строго отрицательно, некоторые ученые, относятся положительно. Видимо, это зависит, с какой точки зрения смотреть на его работы. Обычно финно-угроведы относятся к Мару строго отрицательно, потому что как раз, его новое учение о языке, отрицало генетические связи языков и утверждало, что языки развиваются путем скрещивания. И, например, в 30-х годах популярность этой теории и плюс эта теория стала главной лингвистической теорией в советской лингвистике. Например, сравнительное языкознание было запрещено, и сравнительное языкознание было объявлено ненаучной, и многие, финно-угроведы, например, Лыткин, Бубрих, Серебренников, они вынуждены были отказаться вот от этого метода, которым они до этого уже
много работали и были самыми ведущими специалистами по финно-угорским языкам в Советском Союзе. Поэтому я думаю, что до сих пор такое очень негативное отношение к этому методу. Я сейчас, наверное, не буду повторять эти сугубо негативные мысли и отношения к этому методу, потому что буквально недавно я видела новые статьи, которые вышли в 2022 году, в прошлом году на английском языке, которые вышли в Европе, которые рассматривали работы Николая Мара с таким, как сказать, как э, ну ладно, дальше пойдем. И когда начался процесс русификации удмуртского и коми-языка, в частности, вот эта теория, новое учение о языке тоже сыграла в этом роль, потому что официальная идеология хотела построить единый язык коммунизма, а этот язык можно было построить, например, по объяснению этой теории путем скрещивания языков, например, с русским языком. В 50-м году Сталин пишет статью в газете «Правда» о том, что эта теория неверна, и буквально вот в этот год, в этот момент очень такое негативное отношение к этому методу. И снова, например, вот этот сравнительно-исторический метод становится положительным и научным. Среди удмуртских и коми ученых были такие яркие последователи этого учения, нового учения о языке, например, Семен Жуйков, Алексей Сидоров среди коми-ученых. Дальше я буду говорить конкретно о коми и удмуртских активистах и лингвистах. Это у нас Кузейбай Герд, Кузьма Чайников. Он не был профессиональным лингвистом, он был больше практик, скажем, писатель, поэт, преподаватель, активист. Он был ученым, он учился в аспирантуре, но специализация была этнограф. Он также стал руководителем научного общества «Поляк». И Кузебая Герда обвинили в том, что он был руководителем вот этого союза финно-угорских народностей, и его арестовали уже в 1932 году самым первым, и расстреляли в 1937 году в Сандермохе. И когда его арестовали, начинается такая травля, появляется термин «гердовщина», что означает человек-следователь пуристических взглядов, либо националистических взглядов, то есть это человек, который за чистый удмуртский язык и за продвижение удмуртской культуры. Здесь у нас лингвисты Семен Жуйков и Иван Яковлев. В частности, Иван Яковлев выпустил грамматику в 27 году, и значение этой грамматики в том, что вот эта грамматика, Удмурткал Радьян, в том, что эта грамматика была на удмуртском языке, и там вся лингвистическая терминология на удмуртском языке. И это такой пример пуристического подхода в составлении грамматики. Это у нас Семен Жуйков, он тоже профессиональный лингвист. Семен Жуйков был руководителем кафедры удмуртского языка Удмуртского пединститута. Он составил грамматики 30-го года и 37-го года. Эти грамматики на русском языке, они для студентов русскоязычных, то есть это удмуртский для русскоязычных студентов, но тем не менее, например, в грамматике 30-го года он использует удмуртские или удмуртизированные термины лингвистические, и в грамматике 30-го года он также приводит некоторые положения нового учения о языке Николая Марра. А вот вторая грамматика его же, Жуйкова, это даже не грамматика, это тезисы об удмуртском языке, которые уже переосмыслены согласно вот новой лингвистической политике. Дальше языковая пропаганда. Когда у нас тоталитарный режим начинает усиливаться, и когда, например, начинается гонение так называемых
буржуазных националистов появляется также языковая пропаганда. Языковая пропаганда пишет, что языковой пуризм — это плохо, и какие новые правила теперь действуют. Обычно они отрицают все, что говорилось раньше, и пропагандируют, что теперь нужно смешивать язык с русским языком. Вот один из них — это Андрей Бутолин, и я много использую цитат из его брошюры «Вопросы терминологии и перевода на удмуртский язык». Здесь, я думаю, основная цель этой брошюры — это помочь переводчикам, как переводить, в первую очередь, идеологическую литературу на удмуртский язык и, например, как бороться с пуризмом. И я думаю, что вот эта брошюра — это была такой указанием своей лояльности, новой идеологии. И в результате вот такой лояльности, я думаю, что у него сложилась прекрасная карьера. Например, он был главным редактором газеты «Советская Удмуртия», самая главная удмуртоязычная газета. Также он стал министром образования Удмуртской АССР. Второй человек, который тоже написал вот подобную идеологическую брошюру, это Петр Перевозчиков, лингвист. И мне кажется, что это в какой-то степени тоже стало залогом того, что у него удалась карьера. И я думаю, что те, кто, например, знал, как действовала наука в 30-х годах в Советском Союзе, без выражения лояльности или поддержки вот каких-то таких идеологических тезисов в науке практически было невозможно делать карьеру или вообще продолжать работать в науке. Далее у нас идут коми-лингвисты. Это Василий Лыткин, Илья Ващ, один из самых таких плодотворных и выдающихся коми-лингвистов. Он участвовал в 3 войнах. И я думаю, что это, наверное, как-то говорит о том, что человек был действительно, как сказать, эмоционально сильно подкован. Закончил МГУ. В 26-м и 27-м годах он ездил на стажировку в Финляндию, Эстонию и Венгрию, и поэтому я думаю, что он стал таким очень хорошим специалистом по сравнительно историческому методу. И он также выпустил грамматики, которые очень ярко как раз выражают вот его подход, такой сравнительно исторический подход. Его тоже репрессируют в 1933 году, но довольно быстро освобождают в 1935 году. Возможно, как раз его опыт в войне, то, что он был, по-моему, командиром в гражданскую войну, таким красным командиром, это, возможно, тоже как-то сыграло в этом роль. Но ему был запрещен въезд на территорию Коми области. И, например, в 52-м, 60-м еще году его не пустили на конференцию в Сыктывкаре по коми-языку. И вот с 62 года он становится заведующим сектором финно-угорских языков в Институте языкознания. То есть такая тоже хорошая карьера у него получилась. Это Алексей Сидоров, тоже очень выдающийся коми-лингвист. И он был одним из самых ярких представителей, последователей нового учения о языке. У него есть статьи, которые как раз выражают какие-то отношения этой теории. Плюс в 1935 году он издает учебник «Коми-грамматика», синтаксис по коми-языку, и это, наверное, первая такая большая работа по коми-синтаксису. И в этой грамматике он тоже придерживается пуристических взглядов, или здесь все термины на коми-языке. Но эта книга вышла довольно поздно, и этот учебник признали таким контрреволюционным учебником или контрреволюционной грамматикой. И я думаю, в том числе и потому, что там, например, была такая терминология на коми-языке. Его тоже арестовывают за буржуазный национализм в 1937 году. В 1940 году он освобождается, и
и еще довольно активно работает, защищает кандидатскую, защищает докторскую. И он умирает в 1953 году в Москве через, по-моему, где-то 2-3 недели после смерти Сталина. Там тоже очень интересная история, но про это сейчас не будем. Василий Молодцов, коми-лингвист, который придумал алфавит Молодцовица. Называется этот алфавит в честь его фамилии. Вот она выглядела таким образом, эта Молодцовица. И, в принципе, весь материал вот 20-х годов и 30-х годов, он написан на Молодцовице. Я позже еще покажу, как это выглядит. И я думаю, вот эта Молодцовица была очень удобной для показания фонетического пуризма. Например, я сейчас точно не помню, но если писать синтаксис, используя вот этот алфавит, они писали синтаксис. То есть это получается такой коми-произношение. Здесь также есть грамматика Ивана Разманова. Я смотрела эту грамматику, она вышла в 30-м или в 31-м году, хотя предисловие автор написал в 28-м году. Это совершенно замечательная грамматика, где есть какие-то положения нового учения о языке, но здесь Разманов еще пишет о финно-угорском происхождении коми-языка, пишет о близком родстве с удмуртским языком, и мне кажется, что это даже вот сегодня выглядит очень таким современным учебником. И здесь он также использует коми-терминологию в лингвистике. Он в этой книге также замечательно объясняет, что такое литературный язык, что такое интернациональные слова и как, например, нужно придумывать новые термины. Далее, значит, если вернуться чуть-чуть назад, конец 20-х, начало 30-х, у нас идет активное строительство литературного языка. У нас, получается, 2 коми-литературных языка образовалось. Я сейчас не буду отдельно говорить, почему и как. Это у нас коми-зырянский, или который часто мы называем просто коми-язык, и коми-пермяцкий язык. И образуется один удмуртский литературный язык. Идет активная работа по нормированию языка, то есть они стремятся, чтобы удмурты и коми, чтобы в литературном языке были какие-то одинаковые слова, одинаковые нормы, чтобы письмо и орфография была такая однородной. Вот про молодцовицу я говорила. Коми-зыряне используют молодцовицу, а коми-пермяки в какое-то довольно несколько лет использовали латиницу. Как я уже сказала, основной принцип языкового строительства – это языковой пуризм или изобретение новых терминов на языке, это использование удмуртских и коми-названий, например, населенных пунктов и так далее. Еще что очень типично, когда сами активисты, например, используют такой удмуртский или коми вариант своих имен, Илляваш, Кужебайгерт и так далее. Кроме того, пуризм происходит не только на лексическом уровне, но также и на синтаксическом уровне. Но, тем не менее, вот в эти 20-е и 30-е годы существует еще такое огромное варьирование того, кто как пишет, какие слова использует. Все равно диалектизм еще очень сильно присутствует. То есть варьирование такое еще очень сильное. Вот здесь пример языкового пуризма. Это цитата Кузибая Герда. Вы читаете русский, кто не знает удмуртский, а я прочитаю на удмуртском языке. Удмурт кылно улонлеш бере медаскыль. Бере кылыны куцкиске солен мугор пушкас, солен бирсерас мукет кыллен. Джучлен, бигерлен, мукетызлен, микробес пырозно, удмурт кыллеш лышемзе воштыны куцкос. Удмурт кылес вирсерас, удмурт вирзей, кельтыса, выльдыны узырмытыны куле. Я думаю, что это очень такая
метафорическое выражение идеи о том, что мы должны обогащать удмуртский язык, используя средства самого языка. А влияние, например, или заимствование из других языков, русского, татарского, это такое негативное влияние. Это цитата вот из этой статьи «Виль удмурткал ёс, новые удмуртские слова». И в конце этой статьи Кузибай Герц сам дает список слов, то есть здесь слова, и сам он призывает людей, читателей, придумывать новые слова и присылать в редакцию. То есть придумывание новых терминов не является чисто такой академической работой, а он призывает, вот как называется, grassroots activity, или всех людей и читателей призывает к этому. И, например, из этого списка некоторые слова, типа «кылбур» стихотворение, «кылбурчи», писатель, поэт Верос, по-моему, там должен быть еще рассказ, они вошли в такой классический удмуртский язык. Теперь для нас это очень такие естественные слова. Вот здесь примеры лингвистических терминов, например, из грамматики Ивана Яковлева «Удмурткал радьям». Веран пум, точка, иркыл, сказуемое, макеним, существительное, Жуйков также использует подобные термины. Кроме этого, здесь есть примеры из грамматики Рамзанова и Сидорова. Чорнейший касьяс, диалекты, например, торьякывьяс, слова лексемы, термины, чорникуя, предложение, юра, подлежащее, вишт, сказуемое. Синтаксический пуризм. По крайней мере, сейчас я больше изучала удмуртский язык, и у меня больше материала по удмуртскому языку. Здесь, например, Иван Яковлев пишет в своей грамматике, что для традиционного удмуртского языка типичным являются короткие предложения. Это значит, что, например, придаточные предложения не типичны для удмуртского языка. Кроме этого, он говорит, что, например, сказуемое в удмуртском языке всегда находится в конце предложения. То есть удмуртский язык у нас СОВ язык, то есть подлежащий объект, предикат, как сказуемое, такой порядок. И он пишет, что вот это правильный порядок, и мы должны это соблюдать. То есть люди должны это соблюдать. Дальше у нас происходят перемены. Это связано вот с усилением тоталитарного режима и с началом русификации. Это также начало конца коренизации и начало репрессий, а также начало борьбы с так называемыми буржуазными националистами. И, например, языковой пуризм, он рассматривается как признак национального буржуазного национализма. Запрет языкового пуризма, и это происходит до конца Советского Союза или советской эпохи. Отказ от терминов на коми и удмуртском языках. Вся терминология теперь только на русском языке получается. Отрицание традиционного порядка слов и утяжеление синтаксиса. Это использование таких русских придаточных предложений с союзами. Языковой пуризм, вот я сказала, рассматривается как признак буржуазных националистов. Здесь появляется такой новояз, удмуртский новояз или коми-новояз. Я буду об этом еще говорить. Русификация, использование такого смешанного языка. После 50-х ситуация улучшается, вот это смешение языков уже не такое сильное, но тем не менее вот этот стиль сохраняется до конца Советского Союза. Так, дальше я буду говорить о новоязе. Также встречаются другие термины, то есть это будет у меня такое теоретическая основа. Тоталитарный язык, например, встречается термин totalitarian language newspeak, оригинальный термин, который был взят из романа Джорджа Оруэлла и потом
его стали использовать также, например, в лингвистике, чтобы обозначать язык советского коммунизма. У Максима Кронгауза есть статья, что новояз означает для русскоговорящих новомова. Есть исследование новояза, скажем, такого польского языка во время Советского Союза. La langue de bois тоже иногда называют, используют этот термин. В частности, Франсуаза Том, ее оригинальная книга сначала вышла на французском, а потом была переведена на английский под названием The Language of Soviet Communism. И советский язык еще встречается такой термин. У Николая Вахтина есть лекция онлайн, которая так и называется «Советский язык и его последствия». Новояз, значит, какие там есть стилистические особенности? Это, например, использование органической метафоры, зрелый социализм, гнилая буржуазия, твердое коммунистическое ядро. Это использование измов и щина, что добавляется к имени или к какому-то, ну, в основном имени, и это означает, что это такое негативное явление и так далее, как гердовщина, например, или троцкизм. С целью дискредитации идей используется ироническое цитирование и кавычки. Также используются такие выражения мнимый, якобы так называемый. То есть поддается сомнению, что это правда или еще что-нибудь. Используется военная лексика в обыденной ситуации, например, битва за урожай картофеля, борьба с колорадским жуком и так далее. Это использование эзопового языка, использование эвфемизмов. Если вам интересно, вот есть такая хрестоматия, социолингвистика и социология языка, по-моему, называется. Вот там есть русскоязычный перевод этих статей Франсуазы Том и Джона Янг. Есть также лингвистические особенности у новояза. Например, это ликвидация слов старого режима и использование новых каких-то придуманных терминов, или советизмы, например, называют коммунизм, партия, колхоз. Манихейство или разделение всех слов на два лагеря, хороших и врагов. И слово не может быть нейтральным. Очень часто существует семантическая оппозиция слов, использование уничижительных приставок для противопоставления слов не антипсевдореволюционный, контрреволюционный. У новояза очень сложный и тяжелый синтаксис. В новоязе происходит замена глагольных форм, то есть происходит репрессия глагола и номинализация типична для этого языка. Обезличивание языка происходит. Личное местоимение «я» и «ты» практически исчезают, а местоимение «мы» означает идеологическую группу «наша партия», а они вражескую группу. Предложения принимают пассивную форму, например, «это было установлено», не говоря кто, что, когда установил. Чрезмерное использование повелительного наклонения, надо, должен и так далее. Что у нас происходит с удмуртским языком? У нас, значит, в тоталитарный период, когда начинает появляться новояз, начинается борьба с пуризмом, и происходит ликвидация удмуртских и коми-слов. Вот здесь Бутолин у нас пишет, что буржуазный националист Герд, восставая против влияния... Ну ладно, будем вот вторую цитату смотреть. Нужно вести борьбу как с пуризмом, надумыванием искусственных кабинетных терминов, так и против левизны, переходящей границы целесообразности, против отмахивания от тщательного выбора соответствующих выражений своего языка. То есть языковой пуризм он называет надумывание искусственных кабинетных терминов. Еще он это называет, по-моему, кабинетное словотворчество. То есть таким органическая метафора это у нас получается, чтобы дискредитировать вот значение языкового пуризма. Вот эта цитата Василия Лыткина, это цитата 1963 года.
То есть это уже у нас учение Мара не действует, это у нас, так сказать, почти оттепель, но даже вот в это время языковой пуризм 20-х годов еще оценивается как негативное явление. Происходит смешение языков, то есть смешение удмуртского с русским, коми с русским, но не наоборот. И Бутолин здесь, например, объясняет, почему нужно использовать термины из русского языка. Для маленьких национальностей Советского Союза, в том числе и для удмуртов, ведущей является русская социалистическая культура. Отсюда вполне понятно, что мы заимствуем все интернациональные слова через русский язык, богатейший язык Ленина, Сталина. То есть в это время типично у нас русский язык атрибутируется как язык Ленина, Сталина через дефис. И здесь у нас примеры языкового смешения. Коммунист понна пламенной борец. Фашизм лен звериной умнырыз. Великий русский писатель. Я думаю, что это можно не переводить здесь, и так все понятно. И, в принципе, вот удмуртский язык 30-х годов выглядит вот так вот, и коми-язык в том числе тоже. То есть у нас получается, что репрессии подверглись не только активисты, не только лингвисты, но также и слова удмуртские и коми были репрессированы. Также был репрессирован традиционный порядок слов в удмуртском языке или какие-то синтаксические конструкции. Например, вот здесь Бутолин пишет, до сих пор существует ходячее мнение о незыблемом строе удмуртских предложений, подлежащее впереди, сказуемое сзади, от которого веет затхлостью. То есть он говорит, что такой традиционный порядок – это неверное мнение, которое… Здесь, наверное, нет такой цитаты, но так утверждали буржуазные националисты. Вторая цитата из Перевозчикова, который тоже пишет: «Разбито, опровергнуто утверждение о незыблемости позиции слов в удмуртском предложении». На самом деле, поскольку синтаксис вот этой новояза, ну, скажем, оригинальных русских текстов идеологических, которые нужно переводить на удмуртский язык, синтаксис там такой сложный, что для того, чтобы более-менее перевести нормально это на удмуртский язык, необходимо было поменять или сломать вот этот традиционный синтаксис удмуртского языка в особенности, потому что в коми-языке там еще порядок чуть-чуть другой, а в удмуртском он, в принципе, такой довольно строгий, и плюс глагол все время стоит в конце. И сам же Перевозчиков говорит, например, что глагол необходимо перенести в другое место, а именно сразу после подлежащего, потому что в таких больших предложениях предложения теряют смысл. Также особую роль имеют прилагательные. Например, Франсуаза Том говорит, что в новоязе слова не могут быть нейтральными, они у них либо негативное, либо положительное содержание. А если находится нейтральное слово, то необходимо тут же каким-нибудь прилагательным дать ему или положительное, или отрицательное значение. И поэтому в это время очень много прилагательных используется. Это также делается для создания такого пропагандистского эффекта. Кстати, я вот примера тут не сказала. Когда они дают, например, отрицательное или положительное значение понятиям. Великой советской калык, героической нюрьяшкон, звериной капиталистической улон, злодейской ужьёс. То есть ужьёс, когда говорим злодейской, значит, это получается отрицательное. Если говорим, я не знаю, там, пролетарской ужьёс, получается положительное значение. То есть прилагательные придают такой специфический, особый пропагандистский стиль. Например, джердыт революционная ненависть, пламенная революционная ненависть, пламенный борец, горький героический улонес, героическая жизнь Горького.
И все эти прилагательные заимствуются из русского языка, и в удмуртском языке они интегрируются с помощью окончания «ой», а в коми «эй». И вот таких прилагательных, заимствованных из русского в такой форме огромное количество вот в текстах 30-х, 40-х, 50-х и вообще в советское время вот в такой каких-то в официальных документах, например, Конституции УАССР. Ликвидация глагола. Глагол принесен в жертву существительному. Глагол это такое, как сказать, обозначает конкретное действие и, видимо, требует конкретики, кто что, где и когда что сделал. Вот этому новоязу очень свойственно опускать вот всю эту конкретику. Всем известно, все знают, ни для кого не секрет, хотя а что конкретно известно, кто что сказал, вот об этом не говорится. Видимо, из-за этого же бывает такое чрезмерное использование притяжательных конструкций, из-за чего, видимо, происходит функциональное расширение удмуртского и также и родительного падежа. И, конечно же, в это время используются очень активно лозунги. Например, вот Бутолин приводит примеры делегат Ёслыджичкалан. Выля Ренешьёс. Ленин Лыбаджим памятник, Ашмелен социализм мы. Или вот коми примеры из газеты. Великой Сталин ура! Сталин йортлы ура! Мед ола Сталин йорт ура! Мед олас медведжа Ленинец! Союза Совет депутата кандидат Сталин йорт ура! То есть очень такой типичный язык. Это вырезка из газет Удмурт Коммуна, коми комсомолец. Это перевод речи Сталина, который он сказал в декабре, 11 декабря 1937 года перед выборами, самыми демократичными, как они там пишут. Эта речь была сказана в Большом театре. И после этого эта речь была переведена, видимо, вот на многие языки Советского Союза и на всех главных и не главных тоже, в региональных тоже, в районных газетах на первой странице было опубликовано. Вот я изучала на удмуртском языке, сравнивала с коми языком и сравнивала все это с русским языком. И у меня есть один пример из этого. Тут тоже используется такой очень смешанный язык. Вот, например, у меня есть пример из удмуртского языка, и точно этот же пример на коми языке. Сложный вопрос ёсты решать корондыре, кытын всесторонняя ориентация на вань плюс ёслен на минус ёслен всесторонний учет цикла, чтобы сос ожиг мудроечно дыртиштемеш медлозы кычаен вал Ленин, чтобы сос ожиг правдивоечно честность медлозы кычаен вал Ленин, чтобы сос аскалексес ожиг мед яратозы кыжи своей яратис Ленин. То есть это тоже такой смешанный язык. В удмуртском языке даже заимствуются вот эти союзы из придаточных предложений, чтобы в коми-варианте такой союз не заимствуется. Очень много терминов русских. Потом я анализировала порядок слов в удмуртском языке. В большинстве случаев глагол стоит на своем традиционном месте. И, видимо, чтобы компенсировать это, удмуртский язык, получается, больше смешан с русским языком, то есть больше заимствованных терминов встречается в удмуртском языке. Но когда это, например, предложение такое очень повторяющееся, «Кычаен вал Ленин», «Каким был Ленин», там, в принципе, порядок слов соответствует русскому варианту. И, видимо, вот такая морфосинтаксическая калька абсолютно идентична, получается, в тех местах, которые выглядят как лозунг, каким был Ленин. Могу прочитать вот еще коми-вариант. В удмуртском варианте они даже вот это, там очень длинное предложение, в удмуртском варианте они даже несколько предложений сделали из этого, а
Когда смотрела синтаксис коми-языка, вот синтаксис коми-языка точка в точку точно соответствует русскому синтаксису. И все вот эти морфосинтаксические кальки, их намного больше в коми-языке, чем в удмуртском языке. Но, видимо, удмуртский язык или конкретно этот перевод компенсировал это таким чрезмерным заимствованием русских терминов, в том числе вот и союзов этих, чтобы. Здесь я хочу сравнить два текста. Первый текст у нас вышел в 28 году. Этот текст написал Кузебай Герд, который был напечатан в удмуртском журнале «Кенеш». Вы, кто не знает удмуртский язык, прочитайте, пожалуйста, вот перевод, а я сейчас буду читать удмуртский оригинал. Текст называется «Максим Горький Дорын», то есть это эссе, и это вот начало этого эссе. «Тыни ожик баджим джучкл бурчи Максим Горький но мынам ажам сылевал. Дасниль арес дриям мон солеш пактигине Валашская песня шон кылбурзелыджи. Со кылбурын кыжиодик чорыгаш вужеркать вунылез яратемно сопонна бырем. Со шарыш гоштаман. Туж юн со мынам шулемам пырис. Соку иксое лыджем берам мукет веросьосен олыджыны куцки. Огзе барше огзе лыдишко. Пумазук вуишкы. Ажам олокычано пашкыт югыт шурез уштишкизлеша. Со шурез кужа мынышко, но ялан виль мукет yorosьосыз аджыны куцкишко. Во-первых, я хочу, наверное, заметить, что здесь у нас всего лишь одно заимствование, валашская песня, и то это название, оригинальное название стихотворения Максима Горького. Дальше я здесь отметила красным грамматическое первое лицо. То есть автор текста от своего имени пишет о своем опыте, как он встретился с Максимом Горьким, какие чувства он испытал. И он пишет от своего лица и активно использует первое лицо единственного числа. Кроме того, я также здесь посмотрела, здесь глагол стоит в конце предложения во всех предложениях. То есть он придерживается вот этой традиционного порядка слов. Кроме того, здесь очень интересно наблюдать, что здесь нет таких придаточных предложений, и все предложения короткие, и если посмотреть пунктуацию, то они, например, соединяются либо запятыми, либо дефис, где-то, по-моему, двоеточие и так далее. То есть вот эти придаточные предложения, оказывается, можно просто замечательно какими знаками пунктуации заменить. И я думаю, люди, которые говорят на удмуртском языке, вот даже сегодня, в 2023 году, когда читаешь этот текст, извините, если я плохо прочитала, но чувствуется, что текст очень, очень хорошо написан и очень такой красивый текст получается. И мне особенно приятно видеть текст, где автор пишет от своего имени, от первого лица. Теперь посмотрим другой текст. Другой текст вышел в журнале «Молот», то есть это Кенеш, который был переименован в «Молот». 10 лет спустя, автор неизвестен, подписи не было, и я выбрала текст, который тоже говорит о Горьком. «Коммунист на пламенный борец» называется этот текст, или «Пламенный борец за коммунизм». Я сейчас тоже прочитаю этот текст. Алексей Максимович со Сталин эшлен матыш другез на соратнике звал, со капиталистической паянез выжиянызик пажгылышвал, солеш кваразе быдез дунне кылзевал, солен могучой атёньосыз трос калкес капитализмлы пумит нюрьяшконе джутылыс империалистической война луон пумите СССР было нападение дашан пумите собань страстной мылкыдыныз зол нюрьяшкиз. Тужлекеш шулме пучамон кыльосын ялан шараялляз.
разоблачать карлис фашизм леж звериной умнрзе ожик лексо нюряшкис великодержавной шовинизмен, буржуазной национализмен. То есть 10 лет спустя язык у нас становится таким смешанным. Вот я здесь отметила черным жирным шрифтом заимствование из русского языка. Кроме того, я здесь также посмотрела, где стоит глагол. Глагол стоит в традиционном месте, в конце предложения. И я думаю, что, наверное, автор этого текста тоже был таким умелым переводчиком или владеющим языком. И необходимо сказать, что даже самые такие опытные писатели и журналисты, они хорошо умели использовать разные стили. И плюс к этому они также могли использовать вот этот новый стиль удмуртского новояза или то же самое в коми-языке. И вот это поколение писателей, активистов, активно пишущих людей, я думаю, что они прекрасно могли писать на таком пуристическом, чистом удмуртском языке, но они также прекрасно научились использовать вот этот новый стиль, этот удмуртский или коми-новояз. Здесь я хочу сказать о том, что почему начался такой период русификации или смешения национальных языков с русским языком. Я думаю, что в первую очередь это началось для того, чтобы распространять пропаганду на других языках, и чтобы эта пропаганда в языковом смысле была максимально похожа вот на оригинальную русскоязычную пропаганду. Но как бы, чтобы обосновать, почему вдруг все нерусские, ну не все, но многие нерусские народы должны вдруг начать вот смешивать свои языки с русским языком. Мне кажется, вот для того, чтобы это обосновать, они создали такой дискурс великого русского языка, и они сказали, что, например, удмурты и коми, они должны смешивать свой язык с русским, потому что русский, он великий. Это высокоразвитый язык, это самый лучший, богатый и так далее. И вот поэтому удмурты, коми, другие марийцы, например, должны смешивать с этим языком. И, например, я думаю, что вот эта книга Виноградова, которая так и называется «Великий русский язык», очень похожа на вот эти пропагандистские брошюры Бутолина и Перевозчикова. Ему нужно было вот сделать какую-то книгу, где бы он вот эту идею и этот дискурс обосновал. И вот эта книга, эта работа, этот дискурс является, на мой взгляд, частью идеологической пропаганды. И также для, возможно, самого Виноградова это тоже был такой акт показания, что вот ты лояльный этой новой идеологией. Но также, как я уже говорила, науке этого периода очень свойственна такая научная манипуляция. В этой книге тоже есть такие манипулятивные моменты. Например, он пишет, приводит цитаты о том, что русский язык, да, очень богатый в стилях и так далее, великий и так далее, но он приводит цитаты из Пушкина, из Лермонтова, Тургенева и так далее. То есть в тот момент, когда русский язык еще активно не использовался, например, в литературе и так далее, когда у аристократии в качестве основного языка был французский или там какие-то другие языки. То есть контекст совсем другой. И, в принципе, вот в этой книге он такие приводит доводы, почему русский язык является ведущим и так далее. И в конце он говорит, что вот потому что это такой богатый и так далее язык, это основной язык общения народов Советского Союза. И говорит, что вот поэтому народы Советского Союза заимствуют из русского языка, а русский язык, он такой чистый язык, который не поддается ассимиляции чужих языков. Чужих языков — это значит языки не русские,
например, там татарский и финские языки, но, например, русский язык поддается ассимиляции таких языков из, так сказать, таких обществ с богатой историей, например, там греко-византийского и европейских языков, там французского, английского и так далее. Ну вот, это последний слайд у меня получается. Что я хочу сказать в качестве вывода? Про новояз я говорила только что. И я думаю, что использование новояза во время всего Советского Союза это был, особенно вот в официальном регистре, в газетах и журналах, это был такой отрыв от действительности. Это выражение каких-то мыслей какими-то штампами, и, например, не слышно стало совсем авторского голоса. Например, в тексте 28 года Кузебай-Герд пишет от своего имени, использует «я». С начала 30-х годов, я думаю, что практически таких статей не осталось, где автор сказал бы «я». Как мы видели, даже в некоторых случаях авторства мы не знаем, кто автор и кто написал. Мне кажется, что вот такой период, такие языковые привычки также повлияли на то, что у нас очень такой сильный языковой контроль. То есть очень важно для говорящих на удмуртском, на коми-языке, очень важно вот эта орфография. И вы, наверное, сами встречали такие моменты, когда молодежь, например, сильно критикует за то, что там орфография неправильная, запятые не там и так далее. Кроме того, мне кажется, что вот этот материал говорит о том, что была языковая дискриминация в это время, например, на уровне грамматики запрет пуризма, на уровне функционирования языка тоже, исключение языка из сферы управления и так далее. И какие последствия у нас есть? Это авторитарное использование языка и оценочные установки в образовании, в обществе, в академических кругах. Потом, значит, появилась у нас новая волна пуризма, когда Советский Союз развалился, как реакция на запрет на пуризм. Многие из этих установок проявляются в языковой идентичности, языковой культуре современных людей. Вот, все. Спасибо. Давайте к вопросам. Пишите вопросы, мы сейчас ждем. Есть вопросы? Мне кажется, что термины пуризм и чистота вводят в заблуждение. Просто можно развивать язык или пользоваться наработками других языков. Вот и все. Но мне кажется, что конкретно вот в случае, например, удмуртского языка 20-х годов, они именно предлагали использовать средства своего языка, чтобы новые термины придумывать. Плюс Кузебай-Герд также приводил примеры, как, например, финны придумывают новые слова путем сложения двух терминов, и получается новый термин. Поэтому я больше не могу комментировать, потому что то, что они там делали, как решали, Хорошо. может, да. Такой вопрос есть. Ну, есть комментарий, что заряне тоже использовали латиницу в первой половине 30-х. М. Да, да. Такой есть вопрос. Почему вы посвятили целый слайд Николаю Мару, но едва упомянули главу советского финно-угроведения Бубриха, организатора лингвистических экспедиций к удмуртам в конце 20-х, организатора лингвистической работы в Сыктывкаре в эвакуации во время Великой Отечественной войны, автора исторической фонетики удмуртского языка и так далее? Бубрих применял в своих работах по финно-угорским языкам строгий сравнительно-исторический метод, несмотря на сильнейшее давление со стороны маризма. Мару я посвятила целый слайд, потому что вот многие грамматики этого периода, они как раз выражают подход Мара, и для меня он был совершенно непонятный, что он там говорит, какие там, какое скрещивание и так далее. Но многие грамматики активно это как бы показывают и повторяют, и я хотела знать, что такое, какая там особенность. Тем более он имел довольно долго, был лидирующим таким в советской лингвистике.
То есть он имел такое влияние даже, например, на то, почему потом там русификация началась. Поэтому я про него больше говорила. И на самом деле я еще миллион всяких других вещей и фактов, о чем я не говорила, но за 1,5 часа, к сожалению, нельзя обо всем поговорить. Конечно, Бубрих имел огромное значение и организовывал экспедиции, и, к сожалению, его экспедиция к удмуртам, все эти материалы, они до сих пор, по-моему, не опубликованы. И потому что там был, по-моему, Кузибай-Герд, никто уже не захотел ничего делать с этими материалами, потому что все, куда касался Кузибай-Герд, все это было запрещено вот в эти 30-е, 40-е годы. Ну, я бы вот еще добавил, как слушатель тоже, мне кажется, здесь логика и мотивация, почему Мару уделили отдельный слайд, а Бубриху нет, потому что Мар, ну, автор такой достаточно специфической теории М, идеологической, которая сильно повлияла на представление, как бы, языковую идеологию того времени, в отличие от сравнительно-исторического метода, ну, который в то время на идеологию языковую не влиял. Вот, и я думаю, поэтому нам для контекста маризм здесь был важен. Потому что, мне кажется, мы вот занимаясь в сравнительно-историческом ключе, забываем о том, что какие-то, ну, вот эти грамматики, например, они написаны под влиянием маризма, и там, м. ну, немножко другая подача материала и так далее. Всегда, как сказать, такая нонсенс. Например, у Коми грамматика, про которую говорила, очень даже хорошо написана. Да-да-да, я не имею в виду, Романова, да. что это что-то, как бы сказать, ну, и антинаучное. Наоборот, то есть они как-то, ну, и маризму следовали, и при этом раскладывали там структуру удмуртского языка просто по Мгм. каким-то несколько иным принципам, нежели мы привыкли это делать в М. сравнительно-историческом подходе. А вот есть комментарий одного из наших слушателей. Любопытно, эта любовь к русским прилагательным встречается и в чувашском языке того времени. По-видимому, это была просто-таки эпидемия. Есть такой вопрос: какой-то язык не смешивали? Тут я так понимаю, что вопрос очень как бы в контексте был какой-то конкретной фразы, поэтому немножко непонятно, какой язык не смешивали. А вот, Света, не изучала ли ты, например, таким же, смешением подвергались языки союзных республик, у которых была там, скажем, ну, более длительная, литературная традиция? Я не знаю, какой-нибудь узбекский язык, там точно так же было? Пламенный борец и, страстный коммунист? К сожалению, я не знаю. Я спрашивала у своих эстонских коллег, и, видимо, в эстонском языке не было такого смешения. А с другой стороны, я видела, например, какие-то доклады по бурятскому, там было, в тувинском было, в алтайских языках тоже такое же смешение было. В украинском я не знаю, и в других союзных, к сожалению, у меня нет. Мгм. Ну, видимо, статус все таки влиял на некую самостоятельность языка, да? Ну, Даже в вот части я корпуса. вспоминаю лекцию Джереми Смит. Он говорил, что вот эти negotiations или, как это сказать, переговоры, с центром у вот этих союзных республик, они как-то по-другому, или происходили индивидуально. Возможно, вот, относительно такого смешения языка и какой язык использовать, возможно, там тоже были какие-то такие очень индивидуальные, особенности. Так, есть вопрос: почему, по вашему мнению, разделили коми-языки? Ну, речь о коми-зырянском и коми-пермякском. Была идея сделать, единый коми-язык, но я так помню, что администрация, Пермский край, я не знаю, как он там назывался, им было невыгодно, чтобы коми-пермяки, вошли, в один состав, с коми-зырянами. Плюс это, видимо, было невыгодно, потому что там по территории это было бы очень таким большим. И как, например, сказал Конюхов, официальная версия была, что дороги нет. На самом деле, по-моему, дорогу я точно не помню, может, и начинали строить, но как бы, интересы были другие именно у администрации Пермского региона в первую очередь. Такой вопрос репрессированных деятелей.
реабилитировали ли впоследствии и в чем это выражалось? Видимо, вопрос в части языка, да, реабилитировали ли их вот в этой части. Реабилитировали. Герда реабилитировали очень поздно. То есть, его стали снова читать и преподавать, довольно поздно. Языковедов, да. Например, когда Сталин написал свою статью с критикой учения Мара в 1950 году, получилась, например, реабилитация сравнительно-исторического метода. И тогда же Борис Серебренников тоже написал, статью с такой очень резкой критикой учения Марра. И там он, можно сказать, наверное, это статья, которая официально реабилитирует вот этот сравнительно-исторический метод. И, в принципе, вот ученые, они как бы их ранние работы по методологии, историческо-сравнительной методологии, они как бы, получается, реабилитированы. Но вот эти грамматики пуристического характера, они не реабилитированы во время Советского Союза. Только после распада Советского Союза впервые, например, удмуртские ученые стали публиковать, что вот были такие грамматики, и вот было такое время, когда использовался, так сказать, пуристический удмуртский язык, но до распада Советского Союза такого не было, по-моему. Мгм. Так, вопрос есть, такой, значит, комментарий, вопрос. Как я понимаю, последователи пуризма в своем словообразовании ориентируются только на родной язык, а используют ли, например, последователи новой волны пуризма 90-х годов заимствования из родственных финно-угорских языков? Мне кажется, это было бы логичным для обогащения языка. Уже в 20-х годах использовались, например, по-моему, "кылбур", слово, которое придумал Кузебай-Герд, стихотворение. Коми заимствовали из удмуртского "кылбур", по-моему, будет по коми. Уже тогда заимствовали. Конечно же, коми-пермяки активно заимствовали, зырянские термины, и после перестройки тоже коми-пермяки активно заимствовали зырянские, термины, потому что у коми-пермяков очень плохо, и у них, по-моему, вообще нет вот этого терминологической комиссии, которая работает с новыми терминами. После 90-х годов я не знаю, сейчас не могу сказать. То, что я еще могу сказать, это еще в 20-х годах, например, Кузибай-Герд, он приводил примеры, как финны делают новые термины с помощью сложения, двух слов, например. И он, например, призывал удмуртов такие термины делать, как финны делают. То есть не сами термины заимствовать, а метод, создания новых терминов, словосложения. Мгм. Так, вот, наш слушатель пишет: "Мне кажется любопытным склонность к прилагательным в языках разных языковых семей. В случае с массовым, внедрением существительных это неудивительно". Я со своей, стороны задам вопрос. А кажется ли вам, что вот, можно вернуться к какому-то такому чистому удмуртскому языку, не нарушенному вот этой вот, насильственным переписыванием как бы кода удмуртского языка 30-х годов, там 40-х годов и так далее. То есть можно ли вернуться к какому-то более-менее вот, ну, ненарушенному виду удмуртской грамматики, удмуртского синтаксиса и более-менее естественно? Или уже так получилось, что вот все те изменения, целенаправленные, которые делались в 30-е и 40-е годы, они уже стали частью языка и от него неотторжимы? Я думаю, что технически возможно. Возможно написать новые грамматики и новые нормы, но в этом смысле самое основное — это развивать вот эти сферы функционирования, где это будет функционировать. И если эти сферы функционирования будут достаточно развитыми, мне кажется, можно, например, иврит был снова возрожден, и мне кажется, что это очень возможно. Или я так Можно Ну, ли и, вернуться к СОВ? конечно,
И я могу, например, такой пример привести. В УДГУ на факультете удмуртской филологии, сейчас, преподают удмуртскую терминологию, когда изучают, грамматику удмуртского языка. Где-то ко второму курсу студенты уже прекрасно знают всю эту удмуртскую терминологию. Но проблема в том, что когда они, например, заканчивают университет и, например, уже негде применять эти термины, все, они забываются, и как бы проблема в том, что язык не функционирует. Так, комментарий такой. Удмуртское терминологическое общество в 90-х нулевых издавало неплохие брошюрки, но поскольку в публичном пространстве продолжал использоваться в основном русский язык, предложенные термины так и остались лежать в столе. И автору этого комментария вторит второй наш слушатель, который пишет, что нужно полноценное образование, без М, этого не вычистить уже. Образование, ну, наверное, на языках, да, имеется в виду, м. потому что Образование и, наверно, также и много разных других сфер, например, документоведение и так далее. То есть чем больше будет этих сфер, функционирования языка, тем реальнее, что вот эти новые придуманные термины, они станут такими естественными и войдут, в такой общий фонд удмуртского языка. Например, как вошли те же самые придуманные термины Кузибаем Гердом в 20-х годах. Для нас это сейчас уже такие родные, общеудмуртские слова. ну, неотъемлемый, да, Да, да-да. да. Есть комментарий, я хочу зачитать, от нашего слушателя. Он пишет, что великолепно показан процесс обезличивания языка. Нужно заметить еще дубляжные варианты газет, которые своим формальным переводом, кальками с русского языка. Дальше прерывается комментарий, но, видимо, обезличивали, да, обезличивали упомянутые языки. Да, спасибо. Я благодарю Свету. Спасибо большое за эту прекрасную лекцию. Было очень интересно. Тау. Ну, Дечве. давайте, наверное, мы на сегодня закончим. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Мы тогда будем прощаться и до следующих встреч на нашей программе. Всем большое спасибо. Всего доброго. Адьяслатыч, дечилуэ.